Ух ты, монета BRC-20 и нода с огромными возможностями. Ок, это видео не про ноды. Точнее, это видео не только про ноды. Этот ролик про ноды BRC-20 и про другое. Еще не запутались? Все в порядке. Давайте объясню. Редакция сайта Crypto.ru перевела для вас ролик с канала The Crypto Factor, в котором ведущий рассказывает про монету BRC-20 с огромными возможностями. Не переключайтесь, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Привет, ребята, это Briefit Dance. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Briefit Dance. Так вот, я всегда говорил, что объединение трендов важно. Это когда вы берете текущий тренд и добавляете к нему другой тренд и собственные инновации, свои особенности. Например, Instagram – это продукт объединения трендов. Facebook – это продукт объединения трендов. YouTube – это продукт объединения трендов. Я всегда говорил, что крайне оптимистично настроен в отношении токенов BRC-20. Данные токены хорошо покажут себя на этом бычьем рынке из-за нарратива биткоина. А если вы пропустите этот бычий забег и удержите токены BRC-20 у себя, то есть шанс, что вы рано зайдете на следующий рынок биткоинов или следующий бычий рынок. Я не говорю, что нужно откладывать их на долгий срок. Я не говорю, не продавайте токены BRC-20. Будьте внимательны, слушайте меня. Я хочу сказать, что если речь идет про токены BRC-20, то мы находимся на такой ранней стадии, что даже если мы пропустим бычий рынок и удержим их на медвежьем рынке, то есть шанс, что токены BRC-20 станут одним из первых или сезонных токенов, которые вырастут и вернутся к высоким показателям вместе с биткоином. Но мы сейчас говорим не о следующем бычьем забеге криптовалют. Мы упомянули это, поскольку это вас волнует, когда вы смотрите этот ролик. Итак, токены BRC-20 – это нарратив биткоина. Они сейчас в тренде. Еще одна трендовая вещь, работающая хорошо, это ноды. Ноды эволюционировали со времен оборудования, установленного дома или в офисе, которое занимало много места и тратило электроэнергию. Теперь они являются NFT, которые вы держите в кошельке и получаете награды. В хранении нодов есть свои преимущества. Во-первых, вы каждый день получаете токены. Неважно, поднимется цена или упадет. Вы получаете токены каждый день. По сути, вы усредняете собственные затраты. Во-вторых, у вас есть и другие преимущества. Например, вы получаете накопительный эффект, если стейкаете ноды. В-третьих, вы можете продать свои токены в любое время. В чем разница? Очень просто. Поскольку вы знаете, что со временем вы получите больше токенов, у вас нет страха упущенной выгоды. Вы не боитесь фиксировать прибыль, потому что знаете, что даже если вы зафиксируете прибыль сейчас, эти токены вернутся к вам, потому что вы получите вознаграждение. Это отличный способ оставаться дисциплинированным, фиксировать прибыль и не испытывать страх упущенной выгоды. О боже, что будет, если цена поднимется? Неважно, вы получите больше. А что если... Представьте себе на секунду. А что если бы была нода, дающая вам токены BRC-20? И именно об этом я хочу поговорить с вами. Сегодняшний спонсор – Helios, являющийся уровнем DEP для экосистемы биткоин. Давайте-ка я поясню некоторые моменты перед тем, как продолжу это видео. Есть пара вещей, которые вам необходимо знать. Во-первых, Helios. Да, это спонсор. Но я взял этого спонсора совсем по-другому. На самом деле я инвестирую в токены BRC-20. Я инвестирую в ноды. Я верю в нарратив. И когда Helios обратились ко мне, я тут же согласился. Я изучил их проект. Мне понравилось то, что я увидел, и я вложился. Очевидно, я верю в то, что этот проект может хорошо себя показать. Во-вторых, Helios, не уверен, как это произносится, Helios, Gilios. Но в греческом это слово означает что-то вроде смеха. И оно мне нравится. Мне действительно нравится это слово. Хотя технически это Helios, то есть смешной. Другими словами, вы смешны. Возможно, это был не лучший пример для спонсорского ролика, но неважно, продолжим. По сути, Helios стремится стать уровнем DEP для экосистемы биткоина. Он создан для расширения возможностей биткоина, если хотите, для входа в биткоин DeFi. И Helios использует BTC в качестве нативного токена. Это чрезвычайно важно с учетом всего, что происходит в мире. Приятно видеть, что создаются проекты с использованием биткоина. По сути, биткоин — это король.
И многие не думают о том, что мы пришли очень рано. Большинство людей, вкладывающиеся в токены BRC20, SRC20 и так далее, это люди, занимающиеся биткоином и бывшие биткоин-максималисты. Так что еще не все работающие в криптовалютах перешли сюда. Предстоит еще многое сделать. Можно заработать много денег, получить прибыль прямо сейчас на ранней стадии. Именно поэтому я сказал, что вы пришли очень рано. Неважно, если вы пропустите это, и мы перейдем к следующему бычьему рынку. Возможно, вы зайдете на него рано, если зафиксируете прибыль, конечно. Мы поговорим о преимуществах ноды через секунду. И я расскажу вам, как купить ноду, а также оставлю ссылку ниже в описании, если вы оцените преимущества ее использования и захотите ее купить. Но давайте быстро поговорим о BTC как о нативном токене. Итак, Helios использует биткоин как нативный токен. Это обеспечивает разработчикам и пользователям мгновенный доступ, гарантируя стабильность и безопасность, а значит функциональность. Если речь заходит о безопасности, то само собой биткоин самый безопасный блокчейн в мире. И так будет практически всегда в обозримом будущем. А вот крутая вещь. Вы можете объединять BTC с обернутым BTC между Helios, Bitcoin и EVMs. По сути, это межцепочные взаимоотношения. Это разблокирует и станет проектом, помогающим разблокировать DeFi в биткоине. И если они добьются успеха, то это станет очень выгодно и поможет изменить правила игры. Одна из уникальных особенностей Helios – эта цепочка принадлежит сообществу. Я хочу сказать, что здесь нет венчурных капиталистов, нет пресейлов, есть только мы. Или только вы. Токен GOS, управляющий токен блокчейна Helios, функционирует в экосистеме DAO. Вы, как владелец, можете голосовать и принимать решения, касающиеся Helios. Итак, то, что Helios пытается сделать, это сформировать экосистему с многочисленными приложениями в сетях Bitcoin и EVM. Они руководствуются подходом, ориентированным на сообщество. Это голосование, о котором мы говорили ранее. Демократия, если хотите. Итак, Helios стремится к оптимальной эффективности и экономичным затратам. Также они стремятся стать лидерами в области внедрения передовых технологических инноваций, в том числе, но не только, протокола Runes, Polygon и Celestia. И слушайте, хотя Helios начинает с BRC20, Ethereum и Arbitrum, она стремится стать мультимонетной платформой или мультикриптоплатформой. Сейчас поговорим об этом. Если перейти к экосистеме Helios, вот здесь, то вы увидите, что Helios стремится стать лидером в создании разнообразной игровой экосистемы для блокчейна Bitcoin, учитывающей предпочтения каждого человека. Другими словами, RPG, файтинги, головоломки и так далее. И вы можете посмотреть, какие игры сейчас есть. Здесь есть Crimson Hat. Я еще ее не смотрел, но видно, что в ближайшее время в Helios, возможно, появится много игр. Также у них есть партнерское отношение. Они над этим поработали. У них есть отзывы. Можете изучить их, провести свое исследование. Подождите-ка, одну секунду. Это Фрэнсис Дун? Это должно быть Фрэнсис Дун. Да, это Фрэнсис Дун без цензуры. Ладно, послушайте. Ни для кого не секрет, что Фрэнсис Дун один из первых и наиболее уважаемых инфлюенсеров в сфере токенов BRC20 и ординалов. Он заинтересовался токенами BRC20 и начал говорить о них за месяц до меня. И это было почти год назад. Так что мое уважение Фрэнсису Дуну. У меня все больше оптимизма в отношении этого проекта. Итак, давайте посмотрим, как мы можем получить ноду Helios. Или ноду для входа, если хотите. Нажмем эту кнопку. Но, пожалуйста, воспользуйтесь моей ссылкой в описании ниже. Буду очень признателен. Мы переходим на эту страницу. Видно, что Helios официально зарегистрирован на Uniswap. И это здорово, потому что мы собираемся его использовать. Посмотрим, как нам купить ноду. Вы можете использовать биткоин, а также Arbitrum и Ethereum. Для этого примера мы возьмем Arbitrum, но вы можете использовать любую цепочку, которая вам нравится. Для каждой ноды вам нужно 0,00713 обернутого биткоина. Итак, сперва нам понадобится немного обернутого биткоина. Можно купить его прямо в Uniswap. Итак, мы заходим на Uniswap и выбираем цепочку Arbitrum в своем кошельке MetaMask. И прямо сейчас мы обменяем Ethereum на обернутый биткоин. Используем максимальную сумму. Оставим немного для оплаты комиссий. Давайте введем 0,69. Мы получим 0,0336418 обернутого биткоина. Давайте так и сделаем. Нажимаем на «Подтвердить». Подтвердим в нашем кошельке. Вот и все.
Можно посмотреть транзакцию в проводнике, но сейчас нам не нужно этого делать. Если перейдем к кошельку Arbitrum и войдем во вкладку с токенами, то мы должны увидеть там обернутый биткоин. Но мы не видим, потому что сперва вам надо добавить его в свои монеты. Давайте покажу это быстро. Самый простой способ — зайти на CoinMarketCap, перейти к обернутому биткоину, найти вкладку «Контракты», нажать на маленькую кнопку со стрелкой и найти цепочку Arbitrum. Это адрес, указанный в контракте. Нажмите на маленькую лису, чтобы добавить его в MetaMask. Используйте MetaMask, добавьте токены. И теперь, если вы зайдете в кошелек, то увидите свой баланс вот здесь. Вуаля! Теперь вернемся к Helios и посмотрим, сколько мы сумеем купить. Итак, 5 ключевых нод будут стоить 0,3565 обернутого биткоина. У нас сейчас нет достаточной суммы. Купим 4, потому что нельзя приобрести 4,5 ноды. Сюда вы можете ввести мой реферальный код. И я буду очень признателен, если вы это сделаете. Оставлю его в описании ниже и в закрепленном комментарии. Нажму на кнопку «Согласен». Далее следует нажать на «Одобрить». Вы должны разрешить проведение транзакций, одобрить ее, подождать секунду, а затем нажать на Confirm Mint и кликнуть по кнопке «Подтвердить». Обновим страницу. Теперь у меня есть 4 ключевых ноды для входа. Это моя награда за владение ключом, награда за фарминг, общее вознаграждение и заблокированное вознаграждение. В настоящее время рентабельность инвестиций 209% и 184% для следующего уровня. Вот и все. Теперь вы можете приходить и забирать свое вознаграждение каждый раз, когда оно становится доступно. Токены BRC-20 — это большой нарратив на этом бычьем забеге и, возможно, следующем бычьем забеге из-за нарратива экосистемы биткоина. Ноды великолепны. Я снял ролик про ноды для Delysium и Sonorous. Они были очень прибыльны. Но наличие ноды, дающей вам токены BRC-20, если вы верите в этот нарратив, обязательное условие для меня. И слушайте, я держу ноды нарративов, имеющих, на мой взгляд, отношение к этому бычьему рынку. У меня есть игровые ноды, ИИ-ноды, ноды активов в реальном мире, а теперь еще и ноды BRC-20 или биткоина. На самом деле не ноды биткоина, это совсем другое. Ноды нарратива биткоина. Если вы хотите купить ноду биткоина, обязательно перейдите по ссылке ниже, оставлю ее в описании и в комментариях. Обязательно проведите свое исследование. Как и все остальные монеты, этот проект может вырасти и принести вам много денег, или полностью провалиться и не сделать ничего. Однако я верю в этот проект. Если они правильно разыграют свои карты, то займут место на рынке и будут весьма успешны. Лично для меня это риск, на который я с удовольствием пойду. Если вы хотите больше узнать об экосистеме биткоина, обязательно посмотрите вот этот ролик. Не стоит его пропускать, особенно в связи с бычьим забегом. Так что если вы находитесь в 2024 году, обязательно посмотрите его. Подпишитесь. Увидимся в следующем видео.